Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор электросамоката Kuga X1 от завода Geelong, новинка 2020 года. Расскажу о параметрах и технических характеристиках электросамоката Kuga X1. И, наконец, разберемся, стоит ли приобретать данную модель. Погнали! Самые внимательные из вас могли заметить сходство с некоторыми моделями электросамокатов, которые уже выпущены на российский рынок. Но не торопитесь с выводами а-ля подделка, пока не досмотрите видео до конца. Просто наслаждайтесь просмотром. И сразу маленький спойлер о том, что Kuga X1 имеет более низкую ценовую политику. Итак, начнем с элементов управления на руле. Слева рычаг заднего барабанного тормоза. Закрытый тип имеет лучшую износостойкость и отлично справляется со своей задачей. Тормозная система двойная. Легкое нажатие на тормозной рычаг включает рекуперативное торможение. Обратите внимание, вот включился круиз-контроль. Слегка нажимаю на тормозной рычаг. Оп, идет остановка. Плавная. Уровень рекуперации я сейчас поставил на 5. То есть максимальное рекуперативное торможение. Торможение электродвигателем. Сейчас еще раз разгонюсь. И покажу, что такое остановка исключительно механическим тормозом, барабанным задним, закрытого типа. Разгоняемся. Включился круиз-контроль. О, меня аж юзом понесло. Заднее колесо стопорится. Мокрая дорога сейчас везде. Реально мокро. Только что дождик прошел. Сейчас покажу. Этот юз как раз. Мокрое колесо. Вот, пожалуйста, по плитке особо не надейтесь. Лучше тормозить именно высокой степенью рекуперативного тормоза. То есть слегка нажимаете на рычаг, рассчитываете расстояние, и он спокойно останавливается. Справа курок акселератора с полноценным бортовым компьютером. Включается удержанием верхней кнопки питания. Показатели ЖК-дисплея, выбранный скоростной режим, спидометр, пробег электросамоката и индикатор заряда батареи. Кнопка питания при единоразовом нажатии позволяет увидеть текущий пробег с момента включения, вольтаж и общий пробег за всю историю жизни с момента выпуска. Нижняя кнопка Mode при разовом нажатии переключает скоростные режимы с 1 по 3. Длительное удержание включает передние ходовые огни и задние габариты. И здесь, казалось бы, недостатком можно считать отсутствие штатной фары, ведь передних ходовых огней недостаточно для полноценного освещения дороги. Это и не мудрено, ведь Kuga X1 является городским электросамокатом и предназначен для поездок в условиях освещенных улиц. Однако же производитель предусмотрел возможность установки дополнительной фары самим владельцам в случае необходимости через штатный USB-разъем с обратной стороны курка, который также можно использовать для подзарядки гаджетов. Бортовой компьютер имеет возможность настройки разных параметров электросамоката. Для входа в меню зажимаем 2 кнопки одновременно. Таблицу настройки Kuga X1 вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Также на случай возникновения неполадок в системе производитель предусмотрел коды ошибок, которые вы сейчас видите на экране. Для удобства райдера конструкция имеет 3 основных узла сложения электросамоката. Первый, рулевая стойка, регулируется по высоте на случай использования Kuga X1 всеми членами семьи от мала до велика. Высота от деки в минимальном и максимальном положении на экране. Второй узел в основании рулевой стойки для удобства транспортировки. Третий узел сложения находится на руле, и грипсы всегда можно сложить для еще большей компактности. Достаточно открутить фиксирующие муфты. Кстати, за счет внутренней резьбы и силы ее фиксации вы можете забыть про возникновение люфта. Просто затяните муфты сильнее.
Габариты электросамоката Kuga X1 вы видите на экране. В разложенном положении минимальная высота от земли 89, максимальная высота от земли 117, длина 108, ширина 59, ширина деки 17,5, полезная длина деки 45,5 и хвостовик, он же упор для ноги и ручка для переноски 11,5 см. Габариты самоката в сложенном положении. Высота 37, длина 104, ширина 17,5 см. Клиренс Kuga X1 составляет 11 см по нижней точке у переднего колеса до специальных подставок пуклей. Собственный вес Kuga X1 не превышает 19 кг. А максимальная нагрузка, заявленная производителем, может достигать 120 кг. За комфорт поездки отвечает двойная система амортизации. Над передним колесом в рулевой стойке установлен пружинный амортизатор. На заднем колесе присутствуют двойные закрытые амортизаторы маятникового типа, которые отлично сглаживают любые удары и перепады на пути райдера. Обратите внимание и на колеса. Переднее накачиваемое колесо на 8,5 дюймов отлично отрабатывает мелкие неровности за счет пневматики. А сзади установлено 8-дюймовое колесо на цельной резине, которое не боится проколов и имеет повышенную износостойкость. Итак, друзья, начнем тест-драйв. Включил GPS, чтобы сравнить скорость с показателями бортового компьютера, насколько будет разница большая, и будет ли она вообще. Значит, по одометру сейчас 19 километров, будем считать точку отсчета и замерим дальность поездки, сколько он сможет проехать с моим весом. Значит, топить я постараюсь всегда на максимум, на третьей скорости. Еду на набережную, чтобы замерить прям максималочку по ровной поверхности. Мощность Kuga X1 составляет 600 Вт, что позволяет разгонять электросамокат до 45 км в час по ровной дороге. И вот каких показателей удалось добиться мне с весом более 97 кг. 42, 43 есть. 43,9 видел максималочку. 43, 44,5. Ну давай 45. Ну давай, дружище, есть 45. 45,7 было. 44. 45. Поддерживаем момент скорости. Отлично. Реально разгоняется до 45 км в час. Но вот начинается встречный ветер, он все-таки по чуть-чуть начинает сбавлять скорость. Но 43-44 вот он ровненько держит, в принципе. Отлично, да, самокат действительно разгоняется до заявленных 45 км в час, даже с моим весом. Почти 100 кг. Что ж, теперь начнем замер дальности поездки. Так что вперед посмотрим, на какой запас хода может рассчитывать райдер с весом 100 кг при условии, что будет выжимать постоянно на максимум, то есть топить на третьей скорости. Учитывайте, что дальность, конечно, будет больше, при условии, что вы будете ехать медленнее и ваш вес будет меньше. Температура на улице в данный момент около 18-20 градусов тепла. Но есть еще и встречный ветер. Ветер сейчас реально порядка, наверное, 15 метров в секунду. Kuga X1 оснащен 42-вольтовым литионным аккумулятором на 13 ампер-часов и по заявлению производителя способен преодолевать дистанцию до 45 километров на одном полном заряде. Но помните, что такой запас хода возможен лишь при условии следующих параметров. Первое – температура окружающей среды свыше плюс 25 градусов Цельсия. Второе – дорожное полотно ровное. Третье – отсутствие встречного ветра. Четвертое – средняя скорость 15 км в час. Пятое – вес райдера не должен превышать 70 кг.
Так, ну что, друзья, все, электросамокат Kuga X1 сел полностью. Сейчас я его смог включить только уже привезя домой и заведя с толкача, так сказать, то есть включив его в розетку. Вот, он сразу же мне показал два деления, я его отключил, показывает теперь одно. Но я сейчас вам покажу, что он все полностью сел. Значит, у нас было 19 километров общего пробега, сейчас 42. Все показатели, сколько мне удалось проехать, при какой нагрузке, при какой температуре, я выведу на экран. Сейчас покажу, что он действительно сел. Сейчас я еще раз на нем поеду. То есть я его реально только включил в розетку. Он включился, и тут же я его вырубил. Сейчас мы это деление докатаем. Вы видите здесь значок, то что мало энергии осталось. Если в данный момент показывает еще одно деление, это очень хорошо на самом деле. Значит, он оставляет заряд для того, чтобы литий-ионная батарея не высаживалась полностью в ноль. Вольтаж был, по-моему, 37,8, если не ошибаюсь, в тот момент, когда он выключился. Сейчас посмотрим. В режиме реального времени посмотрите на вольтаж. Сейчас показывает 44,6, после как я его в розетку подключил и тут же отключил. Но сейчас я начну разгоняться, и он сразу же просядет. Посмотрим, сколько мне еще удастся проехать, при условии, что он высажен. Так, разгоняемся. 38, 37,8. Вот, да, как раз такой вольтаж где-то и был. — 37,5. Вот замигала батарея. Замигал вот этот значок. То, что аккумулятор высажен практически, хочет зарядиться. — 37,4 вольтаж, 37,5, прыгает. Да, получается, я сейчас сделаю такой кружок по дворам, и он отключится, я уверен. Надеюсь, не придется опять его тащить до дома. Вот опять замигал этот значок. Все, он вырубился. Все, экран погас. В общем, вот так все видели сами. Тест-драйв окончен. Таблицу технических характеристик и цену электросамоката на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. А теперь давайте разберемся, почему Kuga X1 дешевле своих собратьев, имеющих ту же мощность, скорость и похожий внешний вид. Думаю, что компания Kuga просто идет по пути наименьшего сопротивления. Если цены для людей, то и покупателей будет больше. И чем выше покупательский спрос, тем лучше для компании в целом. Необходимо отметить, что именно продукцию Kuga все чаще выбирают клиенты, разбирающиеся в электротранспорте, так как данная продукция имеет невероятно широкие возможности в плане модернизации. По итогу, на мой взгляд, Kuga X1 имеет все шансы завоевать позицию одного из лучших электросамокатов в соотношении цены, качества и технических характеристик. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокат из магазина Геросмарт. Актуальную цену Kuga X1 вы можете посмотреть на официальной странице магазина, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Подпишись на канал и смотри следующие ролики. Впереди, как всегда, очень много интересного.